Идем по улицам старинным, гитара играет до зари. Теплый ветер с морем соленым шепчет бимбинидо aquí. Испания, солнце и танцы, радость, fiesta, amigos, amor. Коста-Бланка сияет ярко, в сердце звучит наш аккорд. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, полный идей. Барселона, Севилья, Аликанте. Жизнь как песня, звучит бриллианте. Por las calles suena la guitarra y la brisa huele a flor. Cada día nace esperanza bajo el cielo lleno de amor. Маракасы звенят и смех летит, в сердце ритмо жизнь кипит. Viva la vida, mi corazón, España siempre mi canción. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, свет и вдохновение. Солнце дарит мечты и идеи. Каждый день звучит как праздник для сердца. От Мадрида до Коста-Бланка. Жизнь прекрасна и muy bonita. Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика: в домах холодно, на улицах грязно. Таков комментарий был одного из наших зрителей под одним из наших видео. И сегодня мне хочется сказать, так ли это на самом деле или нет. Мы пройдемся и посмотрим по побережью немножечко, вот по такому красивому побережью. И посмотрим, чисто или грязно, ну и порассуждаем на эту тему. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать свои комментарии на эту тему. Итак, поехали. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, полный идей. Ну, я уже записывала ролик, что мы здесь живем 7 лет, 8-й год. Ну, вот из наших наблюдений, из нашего опыта могу сказать следующее. По поводу грязи на улицах. Во-первых, нельзя полностью всю Испанию под одну гребенку грести и говорить, что везде и всюду грязно. Если вы так говорите, вот тот человек, который жил год на южном побережье, наверное, не путешествовал по всей Испании, по разным городам, не бывал на севере, не бывал в Пиренеях, где есть абсолютно красивые чистые места. Смотрите ролик самой красивой деревни в Испании. Чисто, красиво, уютно, красивые дома, отапливаемые, ну, просто, шикарная картина. Мы там были, поэтому я могу смело говорить об этом. La vida, mi corazón, España siempre mi canción. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, свет и вдохновение. Солнце дарит мечты и идеи. Каждый день звучит как праздник для сердца. От Мадрида до Коста-Бланка. Вот мы путешествовали в Пиренеях этим летом, и там были такие таблички о том, что за своими собаками надо убирать, или же штраф от 50 до 120 евро, если вы не убираете за этими со своими четвероногими друзьями. Так вот, поэтому это еще раз подтверждает ту истину, что чисто не там, где убирают, а где не сорят. Если вы убираете за своими, так сказать, четвероногими друзьями, то будет чисто. Вот чисто здесь, кстати, там, где наказывают. И где наказывают, где штрафы за это. Андорра чистейшее место. И, конечно же, стоит поучиться. Ну, вот в Пиренеях тоже очень чисто. На севере, когда мы бывали, да, там тяжелый климат, там долго не проживешь, на мое усмотрение, но все очень индивидуально. Летом хорошо,
А зимой, конечно, влажно, но зато там очень чисто на улицах. Ну, как мне показалось. Кстати, в Испании последние годы стали меньше курить. Человек писал, что очень курят везде, просто невозможно. Но сейчас действительно стали меньше курить, и меньше курить в общественных местах. Где-то на пляжах запрещено. Поэтому это тоже все очень, скажем так, неоднозначно. Здесь я, в принципе, уже, наверное, не согласна, потому что сама не люблю запах курева, но вижу, что эта ситуация уже выправляется вот для меня в лучшую сторону. То есть действительно уже меньше курят, и это гораздо приятнее для тех, кто аллергики, астматики, ну и просто кто следит за своим здоровьем и хочет жить в хорошей стране, в хорошем климате и никак себе не вредить. Кстати, для того, чтобы на улицах было чисто, всегда ставят вот такие бачки. Желтый для пластика, это для картона, это зелененький для стекла. И дальше там тоже для пищевых отходов. Все сортируется, чтобы не было грязно, наверное, на улице. Ну, так во всех городах, населенных пунктах, в принципе. Сейчас, конечно, туристов мало, что-то закрыто, но все равно мусор-то не бросают люди, поэтому чисто. Дорожка к пляжу. Ну и на пляж тоже с собачками просто запрещено выходить для того, чтобы не пачкать пляжи. Ну и кошек не кормить. Кто-то остался зонтик. Да. С лета. Эх, где человек-то? Вот такой вот шикарный пляж зато можно получить на юге, проживая. Ну, а сейчас уже сезон закончился, поэтому вот так вот. Кстати, некоторые вот так оставляют стулья, но с утра чистят песок, поэтому на ночь их обычно рекомендуют убирать. И, кстати, в этом году сказали то, что нельзя столбить места. Ну, когда много туристов, не разрешается столбить места. Знаете, в 5 часов поставить утра, а прийти где-то к часу дня на пляж. На первой линии, там вот на второй занимают некоторые по привычке. Но вот здесь это как бы не допускается. Море шумит, вечерок, очень приятно. Следующий момент – это холода в домах. Опять-таки, это все очень индивидуально. Во-первых, нужно учитывать, что разные есть домостроения. В разных частях Испании разные. Но человек жил на юге, поэтому говорил о южной части. Но очень часто устанавливают солнечные панели, о которых мы постоянно говорим на двух наших каналах. На этом и на канале, на втором нашем канале. Вот те люди, которые устанавливают солнечные панели, они, конечно же, обеспечивают себя большей электроэнергией и возможностью отапливать свой дом разными способами, различными способами, при этом рационально тратить свои деньги. Вот поэтому это тоже очень важный аспект. Да, действительно, это южное домостроение. В принципе, здесь все дома, они построены, наверное, для летнего отдыха, как дачи, как время проведения именно летом. Поэтому, естественно, здесь отопление отсутствует. Здесь можно греться кондиционером, например, ставить его на тепло. И также, да, здесь принято пол выстилать кафельной плиткой, что может быть холодно для ног, особенно зимой. Я не скажу, что здесь теплые дома, плохая теплоизоляция, об этом мы уже говорили. Если это северная сторона, это возможность образования плесени. В общем, тут я, наверное, частично согласна с человеком, который это написал, потому что, ну, на мое усмотрение домостроение, конечно, желает быть лучше, желает как бы того, чтобы его строили за те деньги, за которые продают,
гораздо более эффективно и качественно. Здесь у меня тоже много претензий к этому, но тем не менее люди, которые здесь живут, они обустраивают свое жилье, модернизируют, оптимизируют траты, как я сказала, устанавливают солнечные панели, коллектора для обогрева воды, и уже не так много тратят денег и как бы живут в комфортном жилье. Поэтому все можно сделать. Ну, находясь рядом с морем, я добавлю свой один моментик. Конечно, вот если проживать на первой линии моря, то здесь очень большая влажность бывает. На первой до второй линии моря. Вот, мы проживаем, например, на второй линии моря и можем сказать, что достаточно влажно. Бывают прямо вообще такие влажные дни, когда белье плохо сохнет. Но самое страшное – это металлические предметы, которые со временем, очень быстрым временем приходят в негодность, они покрываются ржавчиной. То есть, начиная от ёршика туалетного, металлического ведра какого-то и так далее, то есть все металлические предметы, они очень быстро ржавеют и приходят в негодность. Ну, то, что у нас позолота покрыто, вообще, нормально. Да, золото, серебро все терпит. Вот. А так, в принципе, да, вот много такого неприятного из-за влажности. Кому-то, кстати, не подходит, кому-то, наоборот, хорошо для здоровья. Но вот в плане высушить белье, например, то есть нужны сушилки и какие-то свои приспособы для этого. Поэтому не всегда это бывает хорошо. Да, стиральная машинка вместе с сушилкой. То есть вот такие вещи, они чуть дороже, приходится модернизировать, приспосабливаться, ставить средства некоторые в виде сушилок. Вот. Поэтому, ну, вот такие вот мелочи тоже есть. Большим плюсом зимой еще является, ну, пусть там плиточный пол внутри помещения, если там у вас нет возможности как-то застелить его коврами или надеть шерстяные носки, но зато здесь можно зимой, надев термокостюм, плавать в море, что многие и делают. Не только рыбаки с лицензией, которые с ружьем как бы ловят рыб, или серфом занимаются и так далее. Но и, в принципе, просто некоторые плавают, и мы видели таких людей, которые с термокостюмом, в термокостюме плавают в море зимой. Это очень даже классно. И вообще здесь все располагает к такому уличным занятиям спортом. Поэтому плюсов здесь тоже достаточно. Ну а если люди отсюда, вот им показалось здесь холодно, или в домах не так уютно, или грязно на улицах, и так далее, или там много курят, и люди переезжают в другие места, но можно сказать, что каждый выбирает себе по душе, по своим каким-то приоритетам. Поэтому, ну, значит, так хорошо для этого человека, для этой семьи. Ну, и это как бы, как говорится, счастье вам в новом месте, куда вы переехали. Значит, это место оказалось действительно не ваше. Такое тоже бывает. Люди, некоторые могут уехать отсюда, переехать на север, такие мы тоже вещи знаем, или вообще в другую страну, вернуться домой, откуда приехали. И, в принципе, это тоже нормально. Вот, поэтому я, наверное, ответила на вот этот комментарий. Мы немножко прогулялись, даже посмотрели закат. Сейчас время 18 часов 19 минут. 11, хотел сказать 20 ноября, 11 ноября 2025 года, градусов 20-22. Мне, в общем-то, достаточно тепло. Я в футболочке и в легкой курточке. Вот такая у нас осень. Ну и, предположительно, чуть холоднее будет зима на юге Испании. Ну что ж, дорогие друзья, вот это был наш маленький ролик на тему комментарий нашего зрителя, который утверждал, что на юге Испании невозможно жить, очень плохо, холодно, холодные полы кафельные и грязно на улицах. Надеюсь, что немножко я приоткрыла эту тему, а вы пишите свои... Вот, кстати, мусорка. А вы пишите, как вы считаете, кто прав? Наш комментатор или есть в моих словах тоже доля какой-то истины? Пишите свои впечатления. Как вам живется на юге? Или отдыхается на юге. Будет очень интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки и комментарии писать под этим видео. Адьос, амигос. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Чао-чао. Пока-пока. Мы идем по улицам старинным,
Гитара играет до зари, теплый ветер с морем соленым шепчет бимбинидо aquí. Испания, солнце и танцы, радость, fiesta, amigos, amor. Коста Бланка сияет ярко, в сердце звучит наш аккорд. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, полный идей. Барселона, Севилья, Аликанте. Жизнь как песня, звучит бриллианте. Por las calles suena la guitarra y la brisa huele a flor. Cada día nace esperanza bajo el cielo lleno de amor. Маракасы звенят и смех летит, в сердце ритмо жизнь кипит. Viva la vida, mi corazón, España siempre mi canción. Estamos en España, we are in Spain. Мы в Испании, свет и вдохновение. Солнце дарит мечты и идеи. Каждый день звучит как праздник для сердца. От Мадрида до Коста-Бланка. Жизнь прекрасна и muy bonita. Estamos en España.